Если вы планируете в Индию, то обязательно приобретите вот такую штуку. Называется она фумигатор. Потому что москиты, комары, ночью они вас покусают, а днем вы устанете чесаться. Так, вот так мы жарим тосты. Нальем чайничек полно. Так, а тебе кофе, чай? Чай. Я по чаю не скучаю. У нас чай индийский. Завтрак? Скажи правду. Завтрак с меня. А уже обед и ужин? Конечно, я на камеру скажу. Нет, ужин в ресторане. Я сегодня опять тебя приглашаю в ресторан. А обед с тебя. А ты яичко будешь на завтрак? Короче, только тосты, да? Мы при переезде еще с собой забрали такие кастрюльки. Вот в этой заварю, да? Так. Ну что, посмотрим, какая у нас погода опять. Это так выходит Робинзон Крузо на берег моря и говорит: опять сегодня фильм про море. Так и я. Погода у нас, как вы видите, неизменная. Сейчас примерно где-то плюс 24-27. Днем где-то будет плюс 33, плюс 37. Да, немножко есть минус у нас, что вот сразу наше жилье возле дороги. Но это мы как жаворонки, так что оно нам не мешает. Движуха вся начинается где-то с 7 часов, когда начинают ехать на работу. Так, тоже вот удобно. Для работы так вот мне сразу можно проснуться. Бля, пахнет уже гренками. Ах, Катя, ты меня прибьешь, да? Да, конечно. Не, ну эти я съем. Это хорошие гренки тоже. Все, я не отхожу и жару гренки. Сколько тебе кусочков? Нормально. Не сильно оно и подгорело. Чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. Нет подключения к интернету. Вот вы видите. Интернет слетает. Реально слетает. Да, он есть. Но так как в Индии часто отключение света. И поэтому, хотя я видео снял. Кстати, можете спускаться по ссылочке и посмотреть про интернет в Индии. Потому что интернет здесь мало того, что нестабильный, и он очень-очень слабый. О, вот вы видите, появился. Видео я там рассказываю, что если для связи, теоретически его хватит. Но опять, если где вы будете снимать жилье, там проверяйте. Потому что вот у нас на втором этаже он, я считаю, что был чуть-чуть получше. Ну, потому что там у нас роутер стоял на нашем этаже. А здесь он послабее. Потому что я даже умудрялся у нас видосы даже загружать. Так, включаем, воду налили, включаем чайничек. Все, тосты у нас готовы. Это Катя, не прогоревшая. Думаю, хватит. Сейчас заварим чаек. Посмотрим, наш железный конь стоит. Ждет нас. Сейчас мы позавтракаем и поедем на пляж. Так, чайничек закипает. Вчера вот такие булочки купил, мне тоже понравились. 5 рупий одна штука. Их по вечерам развозят примерно где-то около... Нет, еще 6 не было. Где-то 5:30, с 5 до 6 развозят велосипедиста. У него сзади такая баклажка на велосипеде. И там полная всякой разного хлеба, выпечки. И он развозит по домам. Соответственно, сигналит или свистит, и тогда люди выходят и покупают свеженький хлеб. Так, залили чаек индийский. Пусть настаивается. Катя, пойду я пробегу, посмотрю. Может, есть где мясо.
Ну, в путь. Свинина продается в Беталбатиме? Hello? Вот так мы разговариваем с местными жителями. Маргао? Сижу в общественном с ними. Мало того, что про русский я не говорю, так они еще и английского ни хрена не знают. Вот наш перекресток. Получается, овощи продают, рыбу тут продавали. Кстати, друзья, вот недалеко от нас продается выпечка. Я все хочу ее попробовать. Блин, денег не взял с собой. Рыба продается, мяса нету. Какие-то, смотрите, плоские. Таких даже не видел. Так. Сардины. А это... How much? 200 рупий. No. Так, 200 рупий получается. Но они мелкие. Мы покупали... how much? How much? 200, да? Так вот мы и общаемся. Как видите, 7 утра, движуха в самом разгаре. Школьники собираются в школу, к автобусу. Свинину в Беталбатиме можно купить? No? Маджордан, Маргао. Что и требовалось ожидать, потому что как бы Катя уже ходила, узнавала про свинину. Говядину ее здесь продают, но говядина, ребята, такая жесть, честно говоря, готовить. Очень жесткая. Как мы ее долго не готовили, но она... Ну, одним словом, я вам не советую. Попробовать можете, но... Потому что мы полкилограмма взяли, наверное, грамм 300 приготовили, остальное отдали индусам. Так, и еще нашел тебе вкусняшки. Знаешь, как это, круассаны. Так, перекрутил камеру. Нет, их сгущенка. Есть такая темная, есть такая светлая. Хочешь, могу парочку сбегать купить? А не надо уже. Надо вот эти докушать, что ты купил. Да? Все, ладно, тогда будем завтракать. Еще решили пожарить макарошек с яичками. Ну, вернее, я решил. Катя отказывается вот завтракать. Что, можно снимать? Ну да. Не, ну макароны нормальные, но они тоже... Они, в принципе, как наши варят. Может, чуть-чуть дольше, как наши варятся. Но мне понравилось, что они не слипаются. Да, кстати. Ну, так это большой такой плюс. Покуда я бегал, свинину искал, Катя мне разогрела макарошков. Спасибочки большое. И не нашел. И не надо. Ну, Маргао, Маджорда. 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 На Маджорде тоже сказали, как бы, тоже есть свинина. Ну, я не знаю. Лучше, конечно, съездим. Но мы ее обязательно найдем. И сделаем мы бомбические шашлыки. И вот такой у нас получился завтрак. У меня макарошки с яичком и помидоркой. Катя мои вчерашние покупные такие пирожки или булочки такие. Ну, вкусные. Мне понравились. Я вчера. Очень вкусные. Кстати, если будут, надо такие вот покупать. А сколько, кстати, по стоимости? 5 рупий. 5 рупий. Чаек индийский, красивый. Ну и мои тосты, которые немножко подгорели. Так, будем завтракать. Приятного аппетита и будем собираться. Да. Кстати, такие бутерброды вкусные готовят. Своего, как говорится, производства. Масло и джем. А джем там микс. Там получается. Ну, вкусно. Очень вкусно. А у меня моего производства горелые тосты с джемом. Ну, штука тоже нормальная, вкусная. Так, ну вот, закончили мы трапезничать. Стол убрали. Сейчас домываем посуду, одеваемся и выдвигаемся. А выдвигаемся мы на пляж. Возможно, раздобудем
свежей рыбки. Но сегодня вечером у нас не рыбка, а что Катя будет? Катя будет готовить сегодня шаурму по-индийски. Интересно. По Не индийским знаю, меркам. как она получится. Ну, пиццу же ты уже делала, нормально. Пиццу делала, пицца вкусная. Пицца получилась у нас куриная. Ну, тоже нормально. Пока ищем свинину, будем кушать курицу. Ну что, собираемся? У нас курица, рыба. У нас тоже такой рацион, как и во всех. Ну да. Супчики. Все это у нас есть. Да, суп, кстати, варили, потом варили щи даже варили, да? Да. И очень вкусная. Но сегодня нам опять придется идти в ресторан. А в ресторан мы ходим для того, чтобы загружать вам видео. Потому что здесь плохой Wi-Fi. В интернете, конечно, В интернате, конечно, плохо. В кафе, в ресторане там, конечно, бомбически. Дороговато, но это этого стоит. Но там вкусная наша картошка. И, кстати, даже готовят даже дранники. Мы в каком-то видео даже показывали, да? Но недорого, это недорого. Просто Не, ну, когда это вы для здесь уже индийских. поживете, Да. вот, тогда уже как-то для вас это покажется дорого, потому что есть такие блюда, которые можно найти подешевле. Но если переводить это деньги на наши там, деньги, где мы живем, то то это копейки. это в 2 раза, в 3 дешевле Да, просто-напросто. за такие И деньги. очень-очень вкусно. Да, вот что готовят вкусно, это Да. вообще классно. Подача просто шикарная. Свечи, живая музыка. э, Надо, кстати, Ну, когда-нибудь вообще снять. и так относятся очень уважительно, без каких-то психов, без какого-то такого взгляда, что хочется быстрее уйти. Нет, там наоборот хочется остаться, посидеть. Никто на тебя не смотрит, все ходят, улыбаются, все такие приветливые. Даже я сувенир получила, потому что, наверное, в этот день женскому полу всегда давали сувениры. Ну да, Помнишь, сувенирчик Но. ты получила? Ну, мы днем снимали этот ресторанчик, как он называется, «Фишка». Где-то у нас есть видосы. Вечером, когда живая музыка, очень сложно мне снимать, я камеру с собой беру. Мы вчера тоже там сидели. Слишком темно, там они как бы зажигают свечи, свет тусклый. И я просто боюсь, что мы просто камера Там у не них, стянем. как у нас, Новый год. Мне нравится там вечером у них сидеть. Ну да, они красиво оформляют. Да. Ну, красивый, хороший ресторанчик. Да, днем, вечером, конечно, красиво, когда все Такой горит, вот мигает. Ну и днем неплохо. Такой вот кулон. Я так не могу разобраться, что там все-таки в нем. Не знаю, что это. Лепестки, Какие-то наверное. лепестки, Это баночка. что, баночка. Ну, что-то Ну, же, наверное, означает. Знаете, мелочь, но приятно. Ладно, давай да. собираться, а то рыбалку пропустим. Да, уже, наверное, около 9. Да. Пойдем. Ну что, ты собралась? Да. Как это? Как в анекдоте. Ты закрыла дом? Да, закрыла. На защелку, да, на защелку. На замочек, да, на замочек. А топор под подушку положила? Ой, бля, не забыла. Ну все, приходите, люди добрые. Берите, что хотите. Да, кстати, ребята, хочу сказать, что нас уже останавливала полиция. Права у меня, как они, международная, но там категории скутера нету. И как бы проблем не было. В основном они сверяли фотографию. На категории им, блин, и вообще даже не смотреть. Ну не знаю, может меня так это повезло. Ну, это Ну. пока что один же нас остановил. Может, другой какой-нибудь и будет Не надо. придираться. Плюнь, ну их неохота. Но их здесь очень много. Да, бывают облавы много стоят, бывает, едешь, так это, как и у нас тоже такие облавы. Что касается бензин, по-моему, на заправке он около 90 рупий, так продают. Местные 100, 110, как бы, ну, проблем нету. И заправок тут, в принципе, хватает. Так что, не знаю, как на северном, на южном, в принципе, достаточно. Такси на Дубровку вызывали. Да. Так, ну мы добрались Окей. до пляжа. Собака спит. В отличие от Египта, собаки здесь более-менее доброжелюбные. Но территорию свою охраняют, особенно на пляжах. Страшные такие вороны, да?
страшно, что налетят на тебя. Ну да, на столе, если оставить что-нибудь, пойти купаться, могут стащить. И вот мы добрались до пляжа. Встречает наш дружище. Так, ну где нам расположиться? Так, получается, что останемся мы тоже сегодня без рыбки. Потому что я смотрю, уже сети вон уже высушивают и скручивают. Доброе утро. Доброе, Джимми. Ну, кучайся, ребят, да, улетели. Да, Кучайся, да. да. Скучно. Ловили сегодня рыбу, не знаешь? А не видели. Ну, Нет? ловили, я не видел. Ловили. А как они, утром или вечером, не знаешь? Ну, не Времени понять. нету, рыба. Да? Каждую ночь, каждый день, каждый утром, каждый так. А то их не подловить. Утром приходишь, а не вечером. 24 Часа? работает. Да? Ну, вроде как отлив. Ну, волны, как обычно, что Катя говорит. Волны нормально, а волн вообще нету. Перейти вот эту мель, где не разбиваются, и там будет более комфортно. А сейчас мы вам покажем, какое у нас море. Так, самое сложное это пройти метров 30-50. Потому что вот здесь... Сложно это тебе сейчас держать камеру высоко. Потому Да. что здесь сейчас будет ямка. И посмотрите, какие волны. Мне кажется, что она ну настолько страшная. Высоко держи ее. Да, потому что мы сейчас в ямочке. Опа, сейчас проходим на мель, где разбиваются волны. Ну, а дальше там уже более нормально. Вот и вышли, да? Красиво. Вы видите, как набирает волну. Мощь такая. Смотрите. Вот когда идет без пены такой перекат, тогда классно кататься. А уже когда она набрала, перекатила, вот тогда это опасно. Смотрите. Ох, Катя немного накрыла. Прыжок, давай. Оп, вот. Классно. Вот сейчас у нее классно получилось. Молодец. Все, и туда вот дальше заходите, выше пояса, и там спокойно, как бы волн нету, потому что волны, вы видите, оп, набирают силу здесь. Здесь вечером, когда море уходит, в этих вот ямочках, температура нагревается до такой степени. Здесь лежать очень комфортно. Кате очень нравится. Ну вот мы искупались. Водичка отменная. Главное перейти вот эти волны, и там дальше как бы море спокойное, удобно и комфортно, даже поплавать можно. Итак, ребята, мы загораем. Глаз Катин виден, она спит. Так, советы. Какие могут советы по загару? Да, мы лежим прямо на песке, прямо под открытыми солнечными лучами. Но вы, если когда первый раз приедете, не вздумайте это делать, потому что, во-первых, вы сгорите. Нужно несколько дней, чтобы тело адаптировалось к жаре, к солнцу. И загорать потом еще желательно до 12 и с 3 до вечера. Самый пик с 12 до 3 это очень опасно, потому что можно сгореть. Да, потом уже, когда уже загар возьмется, потом уже это не страшно. Можно просто-напросто и по пляжам гулять раздетому, и чернеть, как я называю. А мы сейчас как бы чернеем до конца. Будем заканчивать наше видео, ребята. Вот так проходит наше утро. От вас лайк, колокольчик и подписка. Но это мы говорим все исходя из нашего опыта. Да. Мы делимся своим опытом. И говорим это все проверено. Все, ребята, будем заканчивать. Пока-пока.